Всем привет, меня зовут Нурлан, и сегодня я буду дегустировать кофе с Таиланда. Я недавно был в Таиланде, в Пхукете, в отпуске, и я там делал обзор местных кофеин, спешлти, так и не спешлти, и там, где была возможность купить зерна, я, конечно же, купил. Здесь 4 разных обжарщика, 6 позиций, разные обработки, и я специально брал кофе именно тайский, с тайского оригина, чтобы в целом оценить энзиматику, также и оценить каждого обжарщика по отдельности. Я в каждой из этих кофеин пробовал кофе, пил кофе, даже некоторые позиции, которые здесь уже стоят, я уже пробовал, но я уже не помню. Но в целом я буду пробовать методом каппинга и буду делиться своим мнением, то, что мне нравится, то, что мне не нравится, буду оценивать чуть-чуть. Но в целом все субъективно, и давайте пробовать. Итак, первый кофе наш это будет с кофейни Sixery. Кофейня Sixery это одна из спешлти кофеин, который делал на них обзор, кстати. Это у нас мытый кофе, Таиланд. Я, кстати, про него не так много информации нашел в интернете, не так много информации узнал у бариста, но в целом, если грубо говорить, это мытый кофе, это среди 6 позиций, это единственная мытая позиция. В целом мытый кофе в Таиланде как будто бы очень такая редкость. Я чуть покопался, это скорее всего из-за климата, из-за того, что это дорого, чтобы именно по финансам не ударило, плюс еще там очень популярны всякие анаэробные, экспериментальные фанки ферментации, и из-за этого там мытый кофе, так скажем, чуть-чуть не пользуется спросом. Плюс еще там говорится то, что натуральный кофе лучше раскрывает вкус тайского кофе. Натуральная обработка. В целом, что я могу сказать, эта ферма называется Mae Hong Son. Мытая обработка. Также у нее разновидность Катимор, обжарка светлая. В кофейне, которую я купил, это называется Sixery. Они сами не жарят, они покупают обжарку у другой компании, то есть под СТМ, под их бренд, под их упаковку. Обжарочная компания называется Hacking Coffee. Hacking Coffee, они находятся в Бангкоке. Давайте пробовать. Но здесь доминирует во вкусе кислотность, цитрусовая кислотность, также присутствуют орехи и много, так скажем, деревянных нот. И на финише эта деревянная нота, она, так скажем, очень сильно усиливается, и она сушит во рту, пыльность появляется. Тело у нее ниже среднего, чуть ниже среднего, и больше, я бы сказал, она какая-то чуть рыхловатая. Известно, что азиатский кофе, допустим, как Индонезия, если брать типа, просто мытый кофе и среднего качества или чуть выше среднего, в целом там могут быть овощные ноты, ноты специй и так далее. Но здесь именно больше бы я отнес бы не к этому роду, а больше к деревянности, к древесности. Да, чуть-чуть грязноватая чашка. Но в целом, что я могу сказать, в этой кофейне я пробовал очень вкусный кофе анаэробной обработки, кажется. Одна из вкусных чашек я попробовал в этой кофейне, когда я был в Таиланде. Соответственно, интересно было попробовать. Здесь они пишут лимон, orange, spicy, herbs. Но в целом я как будто бы согласен, типа лимонная кислотность, больше цитрус в сторону. Orange это для меня чуть-чуть больше лучше качественный дескриптор, и сюда бы его не поставил бы. И здесь написано spicy herbs, больше как такие травянистые специи, также в целом какие-то специи. Посмотрим, может быть, кастование он станет лучше. Также вторая чашка, это у нас кофейни Rush Coffee, и они же обжарщики. Так, если рассказать чуть-чуть про этот кофе, это у нас кофе натуральной обработки. Здесь у нас разновидность бленда Бурбон Катура и Катимор. Регион у нас Чанг-Рай. Ферма называется Сириния Кофе Фарм. Чуть-чуть про Сириния кофе. Сириния кофе это семейная ферма по производству спешлти кофе. И также они являются и обжаркой, у них есть типа цех и так далее. И также у них есть кофейня. Высота производства 1400-500 метров. Здесь чувствуется вкус не базовый, не классический натуральная обработка, здесь чувствуется по вкусу, здесь как будто бы здесь присутствует ферментный вкус, именно алкогольный, больше, может быть, так скажем, в уксусную сторону уходит, и при этом здесь есть деревянность, ореховость в этой чашке.
Ну, интересная чашка. Длинная кислотность, сухофрукты, косточковые фрукты, как слива, чернослив, может быть, больше в эту сторону уходит в сторону фермента. Следующий наш кофе — это также натуральные обработки. Это кофейня, я ее купил в кофейне Double Brew, также они обжаривают кофе. Здесь у нас натуральная обработка, разновидность Катимур Бурбон, высота произрастания 1200-1400 метров, регион Хунтеун-Ной, Омкой и провинция Чангмай. Так, здесь уже интереснее становится. Почему? Потому что здесь кофе они заказали с, так скажем, известной фермы. Называется она Soft Farm. Она переводится как Safe Omkoi Forest Traditional Coffee. То есть в итоге получается сокращенно Soft. И именно Soft Farm находится в отдаленном районе на юго-западе провинции Чангмай. И кофейные плантации в этой местности помогают как раз-таки поддерживать плодородные земли, плодородные почвы, сохранять в целом леса. В целом они заморочились насчет экологии, и они используют экологические методы для выращивания кофе, используют теневые деревья. С помощью этого они получают идеальные условия для созревания своего кофе. Что интересно, в 2025 году на Cup of Excellence Таиланд с этой фермы Soft Farm в топ-20 вошли 3 фермера с этой фермы. 13 место занял Суканья Ванихай, фермер. Он или она заняла 3 место, набрав балла 88.23 балла с помощью кофе натуральной обработки разновидностью Катуаи типика. 14 место также с этой фермы занял Wish Jun Prasent. Он занял кофе также натуральной обработки разновидностью Катуаи баллами 88.10 баллов. 16 место занял Ratchadapорн Джун Прасент, видимо, родственники. Он занял 16 место, набрав 87.83 балла. Также у него кофе натуральной обработки разновидностью Катуаи типика. Что было очень интересно, это у нас тут две позиции, это натуральная, это хани. И давайте попробуем. Здесь уже больше походит на натуральную обработку. Здесь сухофрукты, косточковые фрукты, больше идет в желтую сторону. И кислотность здесь цитрусовая, фруктовая. Он очень деликатный. Также здесь присутствует вкус, так скажем, древесности. В целом сочная, хорошая чашка. Здесь, кстати, меньше древесности, допустим, чем в первой чашке, которая была мытой. Очень позитивная чашка. И дальше у нас идет хани обработка. Что интересно, здесь еще больше древесность. Здесь идет, также есть, да, косточковые фрукты, фруктовость, сладость, но при этом вылезает сырой орех, дерево. Присутствуют овощные ноты. Давайте тогда сравним еще с этой чашкой. Здесь, если сравнивать, то вот эта чашка, первая, мытый кофе, он больше уходит уже сырые орехи, злаки. Ну, чашка чуть-чуть разваливается. Если сравнивать с этой чашкой, то да, здесь вот эта древесность не такая интенсивная, но она присутствует. И при этом здесь и цитрусовая кислотность можно прочитать, фрукты можно прочитать. Тоже интересная чашка. Но пока что мой фаворит — это вот натуральный кофе от Double Brew. Double Brew они жарят на Сан-Франциско. Это обжарочный ростер американского производства, ну в целом американский. И Rush Coffee Roasters они жарят на Гиссене. 5-я наша чашка — это у нас Campus Coffee Coffee Roasters. Что интересно, Campus Coffee Roasters они также жарят на Гиссене 5-килограммовом. Это Semi-Carbonic Maceration Natural Process написано. Ну, в целом это полууглекислая мацерация, при этом типа она обработана натурально. Как бы объяснить это на русском? Это натуральная обработка, ферментация здесь проходила с помощью Semi-Carbonic Maceration. То есть, если буквально переводить, то полууглекислая мацерация. Я не знаю, наполовину или это как это. Но в целом здесь это обработка понятна. Здесь у нас разновидность Катимор типика бурбон. Это у нас с региона Чанграй, Пангхон Чанграй, с фермы Matchpie Farm. Чуть-чуть про ферму.
Ферма Match Pie Farm, ферма находится на высокогорье, и проект был инициирован местной молодежью, что интересно, которые создают устойчивые экосистемы на кофейных плантациях. Фермера зовут Зан Сут Торн. Давайте попробуем. Чашка в целом, она позитивная, она сочная, присутствуют тропические фрукты, она имеет, так скажем, винную яблочную кислотность. И при этом, да, косточковые фрукты, желтые фрукты, сухофрукты, и у него очень такая сочная винная яблочная кислотность. Тело у него чуть-чуть рыхлит, конечно, но в целом здесь еще, кстати, на фоне играет тоже самая чуть-чуть легкая древесность. Но в целом чашка позитивная, очень сочная. Ферментация, кстати, не доминирует, она не слишком яркая, не слишком фанки. Она как бы вот очень гладкая, ложится в целом типа на язык. Да? В целом, окей, дальше. Дальше у нас идет кофе. Кстати, если сравнивать вот эту вот чашку с этой чашкой, которые вот они как раз таки были, здесь тоже ферментация, обе натуральные обработки. Здесь пишут то, что типа у них ферментация была, так скажем, такая чуть экспериментальная, а здесь не пишут. И давайте проверим. Здесь вкус ферментации, она, конечно же, снизился, но при этом чашка чуть развалилась в сторону больше древесности, злаковости, хуже читается. Я бы не сказал бы злаковости, она была больше в древесность уходит, хуже начал читаться. А здесь же все четенько, все вкусненько. Она очень сочная, яркая, интересная, но не доминирует ферментный вкус, что мне нравится. Дальше у нас также тот же самый обжарщик, это Rush Coffee Roasters с той же самой фермы, но это анаэробная обработка, называется Амарон. Типа, непонятно, что это. И давайте попробуем. Базовая ферментация, также она не сильно доминирует, не кричит, она чуть выше средней интенсивности, именно ферментный вкус. Также здесь тропические фрукты, здесь косточковые фрукты, сухофрукты, типа как изюм или чернослив. Здесь винная кислотность. В целом тоже чашка неплохая. Как и в предыдущих чашках, здесь доминирует все-таки, на фоне играет, точнее, вот это вот их древесный вкус. В целом, что бы я мог бы сказать? Давайте еще раз попробуем, посмотрим, изменилось ли что-нибудь с течением времени. Сейчас у нас 30-я минута. Первая чашка, она до сих пор ореховая древесная, кислотность снизилась по интенсивности и хуже читается. Здесь все-таки ферментный вкус остался. Просто по сравнению с ним, я так понял, типа, когда от этой чашки к этой переходишь, здесь ферментный вкус вам меньше, но если переходишь с этой чашки сюда, то здесь ферментный вкус появляется, и он, как бы сказать, не слишком позитивный, он больше легкий уксус там присутствует, и какая-то спиртовость здесь присутствует, что ли. В целом, я бы это сравнил бы, как, не знаю, может быть, ром или виски и так далее. Чуть не позитивная чашка. Также присутствует остается ореховость, древесность во вкусе. Так, дальше у нас Double Brew, натуральный кофе. Здесь появился уже больше вкуса карамелизации, печеный вкус появился, как печеные фрукты и так далее, печеное яблоко. И что не есть хорошо, чашка тоже развалилась, и она стала больше уходить в сторону печености. Здесь хани обработка, она также стала печеной, больше развалилась, но при этом появились какие-то ягоды. Я бы даже это как бы сравнил бы, он чуть-чуть похож на Кению. Именно вот эта вот ягодность, какие-то специи появились и цитрусовость, но здесь именно чашка доминирует именно вот этот вот печеный вкус обжарки, что не есть хорошо. Чашка для меня, она развалилась. Campus Coffee Roasters, они держатся. Здесь единственное, уже начала доминировать этот ферментный вкус, уксус, уксусная кислотность, винная кислотность, она становится все больше интенсивней. Если сравнивать, то
Здесь ферментный вкус начала обгонять Rush Coffee Roasters, и здесь он более деликатный, последняя чашка, более, так скажем, питкий, а здесь выходит вот эта вот резкая винно-уксусная кислотность. Здесь для меня больше баланса, здесь именно кислотность, сладость хорошо балансирует, и в целом здесь написано манго, маракуйя и винность. Ну, в целом тропические фрукты, ягоды, сухофрукты. Ну, в целом последняя чашка, она больше переходит в такой базовый ферментный вкус. Темный шоколад появляется, вино, сухофрукты, там, чернослив, изюм, тропические фрукты и так далее. Где мне лучше всего понравилась обжарка, это, скорее всего, вот этих вот позициях и здесь. Да? Здесь кофе ушел в больше доминирует вкус обжарки, именно вот этот печеный вкус, дымность чуть-чуть, может быть. Здесь, не знаю, может быть, не дожарили, может быть, сам кофе такой. В целом, эти чашки для меня уже стали более развалились и стали негативнее. Если смотреть, какая чашка самая вкусная для меня, то какую чашку кофе я бы в целом пил бы, да, то я, наверное, остановился бы. Обработка хани, она показалась для меня самой интересной. Чем-то похоже, чем-то смахивает, да, конечно, отдаленно, но похоже на Кению, и это интересно. Также, здесь у нас что у нас? А здесь ничего не пишут про вкусовые дескрипторы. Ну, в целом норм. Окей. Давайте еще раз попробуем. Этот кофе больше уходит тоже печеность, дымность, больше в эту сторону. Также, типа, печеность, дымность. Есть вкус ферментации, именно негативная ее часть для меня. Это тоже уходит, так скажем, в резкий ферментный вкус, при этом появляется печеность. Я бы не сказал, что это жженность прям, ну, в целом тело хуже становится, тоже для меня чуть начала деградировать чашка. Самая чистая чашка по обжарке, по степени обжарки, это больше мне вот этот вот кофе зашел по обжарке. Также по в целом вкусовому потенциалу или то, что я бы там, не знаю, зеленку купил бы и так далее, то, наверное, это вот кофе хани обработки, потому что для меня она типа самая интересная. Мне кажется, здесь есть в целом потенциал. Ну а в целом дата обжарки здесь примерно у всех на начало января. Сейчас 31 января. Единственная вот эта вот чашка, она 19 января. Это даже 30 декабря была пожарена. Ну, в целом, кофе с Таиланда можно найти вкусный, интересный, так скажем, интиматика, теруар. Вы также можете посмотреть видеообзор, который я снимал уже там. Я во все эти кофейни заходил, общался чуть-чуть, пробовал там кофе и можете сравнить как раз как я описываю его здесь, как я описываю его там. Я там пробовал не все эти же позиции, а какие-то другие позиции и, так скажем, делился своим мнением. У меня на этом все. Все, всем пока. Спасибо.